Всем привет! Сегодня приготовим мясо с сухофруктами. Это очень интересный и простой рецепт на праздничный стол. На приготовление уходит немного времени, а результат всегда поражает своим вкусом и красотой. Сначала подготовим сухофрукты. 200 грамм кураги моем и заливаем кипятком на 10 минут. 200 грамм чернослива тоже моем и заливаем кипятком на 10 минут. Свиную корейку моем и обсушиваем бумажными полотенцами. Делаем в мясе 4 продольных надреза, не прорезая мясо до конца. Вес корейки 1 кг 300 грамм. Весь кусок мяса равномерно солим. И перчим черным молотым перцем. На этом можно остановиться, но я еще добавила 1 столовую ложку красной молотой паприки и 1 столовую ложку итальянских трав. Все приправы равномерно распределяем по мясу руками. Заполняем разрезы подготовленными сухофруктами. Чередуем полоски чернослива и кураги. В итоге должно получиться 2 ряда кураги и 2 ряда чернослива. Стягиваем мясо кулинарной нитью, чтобы все сухофрукты остались в середине и после нарезки кусочки не распадались. Если кулинарной нити нет, то можно сложить обычную хлопчатобумажную нить в несколько раз. Форму для выпечки смазываем растительным маслом. Перекладываем в нее подготовленное мясо. Сверху мясо смазываем медом. Его понадобится 1-2 столовые ложки. Если мед густой, то его можно немного разогреть в микроволновке. Смазываем растительным маслом. В форму наливаем 150 мл белого сухого вина. Вместо вина можно использовать воду. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 90 минут. Во время приготовления мясо сверху несколько раз поливаем соусом. Мясо готово, вынимаем его из духовки. Сверху мясо накрываем фольгой и после остывания ставим в холодильник настаиваться на целую ночь. Прошла ночь. С мяса снимаем нитки. Нарезаем порционными кусками и подаем на стол. Мясо с сухофруктами получилось очень красивым и вкусным. В нем прекрасно сочетается солоноватый вкус мяса со сладостью сухофруктов. Оригинальный вид такой мясной закуски сразу привлекает гостей на дегустацию. Обязательно приготовьте такое блюдо, это необычно и очень вкусно. Следующим блюдом на горячее приготовим ребрышки в кисло-сладком апельсиновом соусе. Они ароматные, аппетитные и очень вкусные. Приготовление совсем несложное. Они отлично подходят для праздничного стола и не только. Сначала подготовим ребрышки. 1 кг свиных ребрышек кладем в кастрюлю. Все заливаем водой. Солим примерно половиной столовой ложки соли. Кладем лавровый лист и 8 горошин черного перца. Все ставим на огонь. Когда вода закипит, уменьшаем огонь до минимума и снимаем пену. Варим ребрышки под крышкой примерно 50 минут. Ребрышки сварились. Вынимаем их из кастрюли. Бульон не выливайте, на нем можно сварить очень вкусный суп. Ребрышки накрываем крышкой, чтобы не заветривались, и оставляем остывать. Готовим маринад.
С одного апельсина снимаем цедру с помощью мелкой терки. Снимаем только оранжевую часть. Разрезаем апельсин пополам. С одной половины выдавливаем сок. Вторая половина нам не понадобится. Сюда же добавляем 2-3 зубчика чеснока. 1 столовую ложку молотой сладкой паприки. 3 столовых ложки соевого соуса. 1 чайную ложку горчицы. И 3 столовых ложки меда. Все перемешиваем. Остывшие ребрышки нарезаем на порционные куски. Все складываем в миску. На ребрышки наливаем приготовленный маринад. Перемешиваем и оставляем мариноваться примерно на 1 час. Также такие ребрышки можно приготовить заранее и оставить мариноваться на всю ночь в холодильнике. Уже замаринованные ребрышки выкладываем в форму для запекания. Сверху все поливаем оставшимся маринадом. Все ставим в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекаем приблизительно 15 минут. Будьте внимательны, не пересушите мясо. На стол ребрышки подаем с картошкой. С одной стороны блюда выкладываем вареный картофель. С другой стороны выкладываем приготовленные ребрышки. Блюдо готово, подаем его на стол. Ребрышки в маринаде получились очень вкусными, сочными и ароматными. Они прекрасно подходят для праздничного стола. Если вам понравился рецепт мяса, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.